Моя семейная жизнь с самого начала напоминала хождение по тонкому льду. Мы с Денисом познакомились на дне рождения общей подруги. И наш роман закрутился так стремительно, что уже через полгода я переехала в его просторную трехкомнатную квартиру. Жилье принадлежало его матери, Нине Алексеевне, которая любезно выделила нам самую большую и светлую комнату. Сама она занимала спальню напротив, а третья комната служила чем-то вроде гостиной. Привет! Рад видеть вас на моем канале. Поддержите канал лайком, подписывайтесь, пишите комментарии. Вам не сложно, а для меня это мотивация для создания новых роликов. Всем приятного просмотра. Свекровь всегда казалась мне женщиной практичной и немного суховатой, но мы старались поддерживать худой мир. Я искренне верила, что рождение ребенка сблизит нас всех и превратит в настоящую крепкую семью. Когда тест показал заветные 2 полоски, Денис радовался как ребенок, а Нина Алексеевна лишь поджала губы и сухо поздравила меня с новым статусом. Я тогда не придала значения ее холодности, списав все на особенности характера и возрастные причуды. Беременность протекала тяжело, с постоянными токсикозами и тянущими болями. На 5-м месяце врачи категорично заявили, что мне необходима срочная госпитализация для сохранения плода. Ситуация была критической, и любые физические или эмоциональные нагрузки могли привести к непоправимым последствиям. Я со слезами на глазах собирала вещи в больницу, а Денис нервно расхаживал по коридору, обещая навещать меня каждый божий день. Свекровь стояла в дверях кухни, сложив руки на груди, и давала мне наставления о том, как важно слушать докторов и не капризничать по пустякам. Следующие 2 месяца я провела в больничной палате под капельницами, считая дни до заветного срока. Денис приезжал все реже, ссылаясь на завалы на работе, а свекровь звонила раз в неделю, строго интересуясь анализами и жалуясь на возросшие счета за коммунальные услуги. Мне было одиноко, но ради здоровья малыша я терпела все. Больничная рутина затягивала, и каждый день был похож на предыдущий. Я много читала, слушала музыку в наушниках и представляла, как мы будем обустраивать детскую в нашей уютной комнате. Я заранее купила красивые шторы с мишками и мягкий плед, который аккуратно сложила в шкаф перед самым отъездом. В телефонных разговорах Денис уверял меня, что дома все прекрасно, что они с мамой сделали генеральную уборку и с нетерпением ждут моего возвращения. Мое сердце таяло от этих слов, и я прощала ему редкие визиты. Я думала, что он просто устает, ведь теперь ему приходится работать за 2, чтобы обеспечить наше будущее. Врачи наконец-то увидели положительную динамику и решили выписать меня на несколько недель раньше обещанного срока. Я решила сделать мужу сюрприз, не стала звонить и просто вызвала такси до дома, предвкушая теплые объятия и домашний уют, по которому так сильно соскучилась за эти долгие недели. Поднимаясь по знакомым ступеням, я чувствовала легкое волнение. Я тихо открыла входную дверь своим ключом, чтобы не шуметь, и зашла в прихожую. Первое, что бросилось мне в глаза, — это огромные чужие мужские ботинки, стоящие на моем любимом коврике. Из кухни доносился запах растворимого кофе, и чужой незнакомый голос громко разговаривал по телефону. Я осторожно прошла по коридору и заглянула в нашу с Денисом спальню. Мой мир рухнул в одно мгновение. На нашей кровати лежал какой-то посторонний мужчина в растянутых спортивных штанах и смотрел телевизор. Мои любимые шторы с мишками исчезли, а там, где я планировала поставить пеленальный комод, громоздились пустые банки из-под энергетиков и пепельница, полная окурков. Воздух в комнате был спёртым и чужим. Я стояла на пороге, не в силах вымолвить ни слова, пытаясь осознать реальность происходящего. Мужчина, наконец, заметил меня, лениво сел на кровати и спросил, кто я такая и как сюда попала. Услышав шум, из своей комнаты вышла Нина Алексеевна. Она ничуть не смутилась, увидев меня, а лишь недовольно цокнула языком и спросила, почему я не предупредила о своем приезде. Незнакомец оказался квартирантом по имени Илья. Свекровь совершенно спокойным тоном объяснила, что комната все равно пустовала, а ей нужны были деньги на ремонт дачи.
Она сдала нашу спальню буквально на следующий день после того, как меня увезла скорая. Мои личные вещи она просто свалила в мусорные мешки и засунула на антресоли. Я слушала ее и не могла поверить своим ушам. Женщина, которая должна была стать мне второй матерью, хладнокровно пустила постороннего человека в мое личное пространство, пока я лежала в больнице и боролась за жизнь ее родного внука. Мой голос дрожал, когда я спросила, знает ли об этом Денис. Нина Алексеевна усмехнулась и сказала, что, конечно, знает, ведь именно он и нашел этого жильца через своих знакомых. По ее словам, Денис забрал половину денег за аренду, чтобы купить себе новые литые диски на машину, о которых давно мечтал. Эта правда ударила меня сильнее любых оскорблений. Мой любимый муж, человек, которому я безгранично доверяла, продал наш уют и мой покой ради куска завеза. В этот момент входная дверь открылась, и на пороге появился Денис. Увидев меня и Илью в одном коридоре, он густо покраснел, начал заикаться и нести какую-то нелепую чушь про временные трудности и финансовый кризис. Он даже не подошел ко мне, не спросил, как я себя чувствую, а только нервно прятал глаза. Квартирант Илья, поняв всю мерзость ситуации, молча пошел собирать свои вещи, бросив на Дениса полный презрения взгляд. А я стояла посреди этого абсурда и чувствовала, как внутри меня умирает любовь, уступая место холодной пустоте. Я не стала устраивать истерик или скандалов, а просто попросила Илью помочь мне достать мои мешки с антресолей. Незнакомый парень оказался единственным человеком в этой квартире, кто проявил ко мне хоть каплю сочувствия. Он аккуратно снес мои вещи вниз, помог вызвать такси и даже проводил до машины. Денис пытался остановить меня за руки, умолял остаться и обещал, что прямо сейчас все исправит. Но его слова больше ничего не значили. Я уехала к своей давней подруге, которая без лишних вопросов выделила мне маленькую комнатку. Следующие месяцы были невероятно трудными. Я подала на развод, сменила номер телефона и полностью вычеркнула бывших родственников из своей жизни. Денис пару раз пытался передать мне какие-то копейки через знакомых, но я возвращала все обратно. Я поняла, что должна стать сильной ради своего ребенка, и что никто, кроме меня самой, не сможет защитить наше маленькое хрупкое счастье. С тех пор прошло 3 года. Мой сын растет здоровым и радостным мальчиком, а я нашла хорошую удаленную работу и смогла взять небольшую квартиру в ипотеку. Судьба порой преподносит нам удивительные сюрпризы. Недавно в парке мы случайно встретили Илью, того самого квартиранта. Мы разговорились, выпили кофе, и оказалось, что у нас много общих интересов. Сейчас мы просто хорошие друзья, но эта встреча напомнила мне о самом важном жизненном уроке. Родственные связи не делают людей близкими, а красивые слова о любви ничего не стоят, если за ними скрывается жадность и эгоизм. Предательство близких — это страшное испытание, но именно оно помогает нам снять розовые очки и увидеть мир таким, какой он есть. Порой нужно потерять все, чтобы найти свой истинный путь и понять, что настоящая семья строится не на квадратных метрах, а на взаимном уважении, искренней заботе и способности защищать друг друга от любых невзгод.